Дорогие друзья и гости канала, всем привет! С вами Людмила. Сегодня предлагаю вашему вниманию мастер-класс по вязанию вот таких замечательных туфелек. Мне они очень нравятся. С одной стороны, они довольно простые, а с другой стороны, они очень женственные и красивые. Вяжутся они тоже несложно. Если вы еще смотрите это видео, не подписавшись на канал, как гости, то, пожалуйста, сделайте это прямо сейчас. Нажмите на кнопочку «Подписаться», нажмите на колокольчик, и вы никогда не пропустите новые видео, которые будут выходить на канале. А их уже более 200, поэтому заходите, смотрите и оставайтесь с нами. Ну, а мы начинаем мастер-класс. Что нам нужно для того, чтобы связать эти туфельки? Ну, во-первых, это, конечно, подошва. Вот такую подошву я подобрала. Друзья, если вы не знаете, где, вот я показываю расстояние 1 сантиметр между отверстиями по всей окружности подошвы. Если вы не знаете, где купить подошву, посмотрите на канале у меня 2 видео. Я рассказываю, где я покупаю. Ссылочки на эти видео под данным мастер-классом вы найдете. Пряжа Melissa Sweet 75 грамм 168 метров, 100% акрил и крючок 2,5 миллиметра. Вот это все, что нам нужно для того, чтобы у нас получились такие красивые туфельки. Начинаем с обвязки подошвы. Вот смотрите, вот где у нас закругление идет по пяточке, вот отсюда с внутренней стороны подошвы я начинаю. Вяжется абсолютно одинаково и левый, и правый. Вот просто будем мы там начинать с внешней стороны, а тут с внутренней. Все одинаково. Вяжем все одинаково. И начинаем. В каждое отверстие, так как у нас расстояние 1 сантиметр, в каждое отверстие провязываем 3 столбика без накида. В первое отверстие вяжем 1 столбик, дальше провязываем 3, в каждое отверстие по 3, и в конце ряда мы там, где 1, мы добавим еще 2 столбика и закончим ряд. Вот таким образом. В одно и то же отверстие 3 столбика без накида. Вяжем по всей окружности подошвы 3 столбика без накида. Вот так. Ну, думаю, что вы тут справитесь. Встречаемся с вами в конце ряда, провязываем вот так и здесь вот встретимся. Вяжем последние 3 и сюда еще 2. Вот провязали 3 столбика в последнее отверстие. Теперь в первое отверстие довязываем 2 недостающих столбика. 1, 2. И в первую петлю предыдущего ряда соединительный столбик. Все, первый ряд обвязки закончили, воздушная петля подъема. И теперь вяжем следующий ряд. Столбики без накида в каждую петельку предыдущего ряда, обвязки. Провязываем столбики без накида. Вяжем по кругу до конца ряда. В конце ряда довязываем последние столбики и в первую петлю предыдущего ряда провязываем соединительный столбик. Вот первая петелька, сюда соединительный столбик, воздушная петля подъема для следующего ряда сейчас будет. Наметим сначала, начинаем вязать пяточку, поэтому поставим параллельно вот сюда маркер, наметим петельку, до которой будем вязать.
Вот так ровненько. И начинаем первый ряд пятки. Первую петлю провязываем обычный столбик без накида. Затем опускаемся на ряд ниже. Вот так через ряд в ряд обвязки провязываем столбик без накида со второго ряда. Следующая петля тоже с первого ряда, столбик без накида. Следующая со второго, опускаемся на ряд ниже. Чередуем столбики без накида, они получаются один с длинной петлей, второй с короткой, то есть длинные и короткие столбики по очереди. Один столбик провязываем из первого ряда, второй столбик следующий на ряд ниже опускаемся. Вот видите, их видно. Столбик короткий, длинный, короткий, длинный, короткий, длинный. И довязываем так до маркера. На этой стороне вот тут у нас последний, предпоследний длинный столбик. И петелька, где у нас стоит маркер, это будет последний короткий столбик. Вот сюда. Эту петельку ставим на маркер. Нить провязываем в начало ряда. Протягиваем, извините, протягиваем начало ряда. Вот сюда. От первой петли, с которой мы начинали, вперед отсчитываем 3 петли. 1, раз, два, три. Вот третья петля от петли, с которой мы начинали ряд. Начинаем, провязываем, вяжем по узору. Первый всегда будет короткий столбик, второй длинный, третий короткий. Видите, здесь уже мы вышли на рисунок, поэтому над длинным столбиком провязываем короткий, над коротким провязываем длинный со второго ряда, над длинным с первого ряда. Тут немножко конец нити остался, я его обрежу, чтобы не мешал. Вот здесь у нас длинный столбик, над ним прямо вяжем короткий. Дальше у нас идет короткий, опускаемся на ряд ниже. Провязываем. Получается в шахматном порядке у нас длинные короткие столбики. Узор очень симпатичный смотрится, и под плюс к тому же дополнительная нить. Так вот, видите? Очень хорошо видно петля, куда вот мы вниз опускаемся. И вот этот вот узор, он очень плотный. Плюс у нас дополнительная нить. Я ее делаю в хороший натяг, чтобы оно так немножко пяточку слегка-слегка стягивало. Пяточка будет наклоняться вперед. И будет очень хорошая форма. Не забываем эту нить, которую мы протянули от маркера, ввязывать в узор. Довязываем до маркера. Длинные короткие столбики вяжу довольно плотно. Если вязать крючком не по размеру, большего размера, или не плотно вязать, то потом будет пятка просто падать. Поэтому старайтесь как можно плотнее провязывать.
Крючок под такую пряжу 2,5 очень хорошо подходит. И вот так мы доходим до маркера. Здесь у меня короткий столбик. Длинный столбик. И последний столбик, короткий, забираем, провязываем его вместе с петлей, которая на маркере. Вот так, видите? Забираем петлю с маркера на крючок, маркер убираем, 3 петли на крючке провязываем вместе. Вот так. Теперь добавляем с этой стороны 3 столбика. Был короткий последний, теперь длинный со второго ряда, короткий второй и третий столбик длинный со второго ряда. Снова петлю на маркер. Всегда будем добавлять по 3 петли до тех пор, пока будем вывязывать вот подъем пяточки. Видите, как хорошо получилось? Очень плотненько, красиво. Вяжем дальше. В начале ряда точно так же отсчитываем 3 петли, вот это первая петля, и отсчитываем 1, 2, 3. Начинаем вязать с 3 петли. Привязываемся, натягиваем нить довольно плотненько, удерживаем ее и вяжем. Первый у нас короткий столбик. Второй опускаемся на ряд ниже, длинный. Третий короткий. Теперь приходим как раз до первого и петли. Тут у нас был первый короткий, вяжем во второй ряд, над ним длинный столбик. Я думаю, что вы поняли. Тут довольно просто. Над длинным столбиком провязываем короткий из первого ряда, над коротким столбик со второго ряда длинный. Вот так чередуем их по очереди. Вот видите, и в шахматном порядке доходим до маркера, затем снимаем петлю с маркера, провязываем еще 3 дополнительных столбика, возвращаем нить. Здесь 3 дополнительных столбика, возвращаем нить и так вот вяжем несколько рядов. Сейчас посмотрим, сколько вообще мы должны пяточку вывязать подлиннее. Вот я провязала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 рядов, этого пока достаточно этим цветом. Теперь включаем сюда белую нить. 7 цвет вот тут написан, он такой вот, знаете, не белый, не серый, не молочный, не знаю, какой, очень красивый такой с отливом. И мы будем сейчас вводить эту нить в вязание. Нить коричневую протягиваем вот сюда, оставляем петлю на маркере. Теперь отсчитываем 3 петли вперед и вяжем уже не коричневой нитью, а белой. 1, 2, 3. Вот так. И берем белую нить. Коричневая у нас должна остаться вот так под ней. Нам ее следует затянуть здесь вот этой петлей. Вот так привязать к подошве эту коричневую нить. Вот таким образом. И дальше мы вводим уже белую нить. Конец белой нити мы тоже сейчас вяжем
вязания. Вот так его подберем сюда. Вот так. И вяжем точно так же, как вязали предыдущий ряд. Первый у нас короткий столбик обычный, второй со второго ряда длинный, третий короткий. Затем выходим на первую петлю предыдущего ряда. Она была короткая первая, над ней, значит, будем вязать длинный. Вот так, со второго ряда. Ну, все то же самое делаем, только мы ввели теперь нить другого цвета. Вот этой белой нитью мы провязываем 3 ряда. Вот такие, переставляя последнюю петлю на маркер, будем вязать 3 ряда белой нитью. Эти 2 нити не забываем. Покажу сейчас еще поближе узор. Вот видите, у нас между длинными вот сюда во второй ряд вводим крючок. И очень хорошо их видно. Вот первый ряд, когда провязали, дальше уже очень хорошо видно. Там, где длинный, над ним вяжем коротенький. Оно прямо вот даже крючок сам просится вот в это отверстие, его видно во втором ряду, куда вязать. Для того, чтобы здесь все было ровненько и красиво, вам главное следить, чтобы не пропустить никакую петлю, а именно провязать все четко. Над каждым коротким столбиком провязать длинный, над каждым длинным провязать короткий. Тогда все будет ровненько и будет все красиво. Вяжем до конца ряда. Вот так, видите, до маркера. Снимаем с маркера петлю, 3 петли добавочных довязываем. Я сейчас покажу еще разок. Довязываем ряд. Вот тут у меня длинный столбик. Дальше над длинным столбиком короткий. Вот. И теперь последний вот здесь под петлей, которая на маркере, у нас длинный. Провязываем вместе с петлей, которая на маркере. Петля у нас коричневая тут, но ничего, мы сейчас ее провяжем, ввязываем вот сюда. Все, теперь добавляем 3 столбика. Первый короткий с первого ряда, второй длинный со второго ряда, третий короткий из первого ряда. Закончили, перенесли петлю на маркер. Вот видите, как красиво получается. 2 цвета. Цвета очень хорошо так совпадают вообще. Мне нравится, красивое сочетание получается. Переносим петлю на маркер. Нить протягиваем в начало ряда. И делаем то же самое. Отступаем 3 петли вперед. Вот эту нить коричневую не забываем, чтобы ее не потерять, ввязываем сюда, иначе мы потом ее не подберем там. Нам надо будет вводить потом коричневую нить, она должна двигаться вместе с нашим вязанием вперед, поэтому мы ее вот сюда затягиваем теперь петлей, и она уже никуда не денется. Вот, и провязываем то же самое. Короткий, длинный, короткий. Переходим к первой петле предыдущего ряда и вяжем в шахматном порядке по узору. Думаю, что вы здесь поняли. Есть у меня на канале еще разные видео, где вот такая же пяточка вывязывается.
Есть отдельно по пяточке, как такой узор, но я думаю, что это вам понятен узор, он довольно простой. Все вяжется столбиками без накида, просто один столбик из петли предыдущего ряда, один столбик опускаемся на ряд ниже. Получается вот такой шикарный узор. Вот провязываем таким образом второй ряд белой нитью. Доходим до маркера, вперед 3 петли и потом еще один ряд. Протягиваем нить вот сюда. Отсчитываем 1, 2, 3 петли и вводим теперь коричневую нить. Как только мы 3 ряда белой провязали, теперь провязываем 3 ряда коричневой. Не могу никак поймать эту коричневую нить, как бы их разделить. Вот так. Не забываем, белую нить нам теперь нужно зажать, потому что мы потом снова к ней вернемся. Вот, и мы сейчас провязываем еще 3 ряда коричневой нитью. Точно таким же способом вяжем по 3 петли, 3 петли отсюда вперед отступаем и 3 петли в конце ряда довязываем. 3 столбика дополнительных. И теперь 3 ряда вот так провязываем коричневой нитью. Белая нить, вот эта, которую мы протянули, мы сейчас ее сюда прячем в вязание. Ее будет не видно, так что не переживайте. Смотрите просто, чтобы она была достаточно натянута. Но не перетянуть, потому что будет слишком большой крен у пятки тогда. Все. Вот так вяжем. Я думаю, что это понятно, вы уже тут справитесь. Вяжем до маркера. Затем 3 столбика добавляем с той стороны, возвращаемся. И снова отступаем 3 столбика, 3 петли и вяжем дополнительные 3 столбика и с этой, и с той стороны. В общем, провязываем вот таким образом еще 3 ряда. Очень красиво получается сочетание в этом узоре. Когда мы вот эти два цвета составляем, оно получается как орнамент такой. Ну вот, вяжем сюда до маркера, возвращаемся и вяжем еще 2 ряда. Дальше мы 3 ряда провязываем белой нитью, но по кругу. Вот смотрите, у меня оказался побитый файл, поэтому нет его, но если мы все эти ряды переставляли на маркер,
последнюю нить, то теперь мы ее с маркера снимаем и продолжаем также по узору вязать. Следующие 3 ряда белой нитью провязываем по кругу, по всей окружности подошвы. Доходим до конца ряда, в 3-й ряд, когда провязали. Вот, дошли до конца ряда. И здесь уже мы, видите, вот так по кругу 3 ряда провязаны. Ничего сложного, все тем же самым рисунком. Я думаю, что вы справитесь. И теперь в конце ряда, вот это я тут 2 ряда провязала, вот 3-й, видите, как получилось? Что 3 ряда у нас белой, 3 ряда коричневой и 3 ряда снова белой, но по кругу. Теперь в конце ряда вот здесь я меняю нить на коричневую, ввожу сюда коричневую. Вот так закладываю белую нить, чтобы ее затянуть петлей вот этой. Вот. И дальше провязываю еще ряд коричневой нитью тоже по кругу. Также по рисунку, ничего не меняю. Здесь рисунок оставляем такой. Вот вообще весь рисунок вот здесь у нас одинаковый. Просто мы пяточку провязали, а дальше вот 3 ряда белой нитью по кругу. И теперь еще ряд коричневый, потому что начнем вязать уже перед. Можно к белому привязываться, но мне кажется, будет не так красиво. Поэтому лучше пройти коричневый ряд, сделать. Основа как бы для того, чтобы привязывать перед. Перед у нас будет однотонный. Весь верх остальной будем вязать коричневой нитью. Белой будет только отделка. Вот так по кругу вот сюда довязываем. И в конце ряда заканчиваем ряд соединительным столбиком. Еще один соединительный столбик для того, чтобы закрепить нить. Теперь нить можно обрезать. Вот видите, вот такая у нас получилась основа. Ничего сложного, я думаю, что вы справитесь. Будем вязать дальше перед. Я думаю, что для первой части этого достаточно. Через пару дней я выставлю на канале вторую часть. И ссылочку на вторую часть под этим видео я сразу поставлю, как только она выйдет. Белую нить тоже обрезаем. Никуда я не прячу эту нить, я оставляю, потом буду вязать, я их просто ввяжу в вязание. Вот, получается очень даже симпатичный узор. И мы будем вязать уже во второй части. Вот вверх будем вот такой перед вывязывать. Друзья, если это видео вам понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Не забудьте подписаться на канал. Нажмите на кнопочку подписаться, на колокольчик. Обязательно пишите комментарии. Если у вас есть какие-то вопросы, то задавайте их. Я очень люблю читать ваши комментарии и всегда на них отвечаю. Смотрите на канале другие видео, есть и босоножки, и ботиночки, и сапожки, и туфельки, и мокасины, в общем, все, что вашей душе угодно. Сейчас в конце будут ссылочки на другие модели, переходите по этим ссылочкам, заходите на канал и смотрите. Желаю вам ровных и красивых петелек и до новых встреч!